Sherman L. Он наконец-то доехал до нас. Приветствую на канале Экодрифт. И это ветеран Sherman L. Его уже прозвали Шмелем. Мне очень нравится это название, он прикольное. Еще кто-то говорит Шмаль. Ну, по мне это как-то не очень. Потому что это она, а Шмель это он. Эта коробка это Sherman L, он же Шмель. Вес в упаковке 53 килограмма. Это с адаптером питания. Будем распаковывать. Ну, правда, конечно, мы его уже распаковали, даже проверили, но для видео надо показать, что мы его распаковываем. Так, воспользуемся услугами помощника. В комплекте адаптер питания. Сразу посмотрим его характеристики. Нам дали запасной динамик и адаптер питания. Что тут написано? 151 вольт, 5 ампер. И теперь надо достать колесо. Роняем его на бок, коробку. Короче, осталось за кадром, как его выкатил в бок. Можно его поставить на подножку. Так, снимаем пленочку и тащим аппарат на весы. Ставим аккуратно на подножечку и смотрим вес 46,9 килограмм, 46,85. У нас сменились весы, не знаю, насколько они точные, но зато они показывают до сотых долей. Судя по этикетке, нам прислали Sherman L на 66-х пружинах, но в комплекте, на всякий случай, нам дали, как ни странно, еще 70-й пружины. Блин, лучше бы дали 62-е. Но, видимо, за счет того, что колесо тяжелое, 66-е считаются здесь мягкие. На шмеле стоит покрышка TNT. Она поменьше, чем Kenda 340-я. Проведем эксперимент. Замерим длину отпечатка и высчитаем точный диаметр. Так, погнали. Так, вот у нас получился отпечаток. Сейчас замерим длину. Это у нас 0. И здесь у нас получается 155 сантиметров. Легко можно высчитать диаметр. Получается примерно 19,4 дюйма диаметр у нас покрышки. Но это без нагрузки. Под нагрузкой я уже ездил на этой покрышке на Линксе, проверял. И получилось, что по GPS ошибка где-то 10%. Еще пару слов о первых впечатлениях. Экран, да, такой же, как на всех ветеранах. Ручка открывается с помощью рычага здесь, так же как на Sherman S, аналогично. Ручки. Система ручек такая же, как на Линксе, то есть у нас алюминиевая трубка, внутри пластиковых рогов. Это из пластика. Заглушка порт зарядки очень плотная, сложно открывается, значит не будет выскакивать, это хорошо. Доступ к портам удобный, хороший. Порты такие же, понятно, как на Линксе. Закрываем. Задний стопарь такой же, как на Линксе. Ничего здесь не поменялось. Для тех, кто не смотрел предыдущие обзоры ветеранов, напоминаю, что в комплекте к колесу никаких подушек, упоров и даже велкро нет. То есть все надо приклеивать, обклеивать, ставить. Единственное, что здесь есть, это традиционные прыжковые упоры. Вот здесь они. Их можно тут регулировать по высоте. Здесь все традиционно. Откручиваем, опускаем, выбираем высоту, затягиваем. Правда, после этого у нас не будут до конца складываться педали. Кстати, сами педали. Ну, педали здесь такие же, как на Линксе. Виден амортизатор Fast-Ace. Ну, фара такая же, как на Линксе. Без света теневой границ, просто шарашит во все стороны. Но зато ярко, классно ехать в лесу. Ручка по высоте под мой рост более чем. Я думаю, что большинству народу будет нормально с такой высотой ручки. Катить за нее вполне удобно. Но вот раскладывать ее, конечно, не так удобно. На Линксе ручка немножко поудобней. Здесь нужно дополнительно тянуться к этой скобке, чтобы сложить, разложить.
Складывать ее еще удобно, но раскладывать одной рукой, ну, не знаю, у меня не получается. Ну, если кто-то тренируется раскладывать ее одной рукой, тот молодец. Изменилась, кстати, задняя подножка. Вот так, первое впечатление. У нее не торчат вот эти шипы, то есть она просто стоит широко, а этих острых уголков, как на Линксе, просто нету. То есть вы об эту подножку долбиться уже не будете. По устойчивости. Ну, здесь на ровном бетонном полу проблем нету. Стоит устойчиво, ветром точно не сдует. Крыло новое, но сразу видно, что защищать от грязи оно будет так себе, если вообще будет. Спереди, ну, спереди оно практически вообще никак не защищает. Так, сейчас режим стоит у нас High Speed. Сразу посмотрим раскрутку в этом режиме. 125, даже 126 мигнул. Так, сейчас поставим режим обычный. Так, и проверяем в обычном режиме раскрутку. Получилось 103 км в час, и несложно догадаться, что двигатель здесь стоит точно такой же, как на Ветеран Линксе. Один в один. Из этого можно сделать вывод, что те, кто ездил на Линксе с двигателем Sherman S, они этот двигатель поставят сюда и будут ездить с той же скоростью. Для меня это очевидно. Осталось проверить его на ходу, немножко поездить, убедиться, что оно работает, и потом разбирать для техноблога. О, у меня получилось одной рукой разложить ручку в режиме парковки. Это достаточно легко. Ручка, похожая на Sherman S, также через кнопку раскрывается, фиксируется. Ручка металлическая, но со своим прибамбах. Прибамбах в прямом смысле этого слова. Покрышка стала бескамерная. Это хорошо, облегчение веса, мотору будет легче. Но если сосок тяжелый, то может негативно сказаться на сбалансировке колеса. Нормально мне, как обычно, не дали прокатиться. Дали просто стать на педальке, посмотреть, что такое новый Assist мод. Крыло, конечно, обрубок, я еще мягко выражаюсь. Обалденное колесо, которое я себе заказал, вес у него стал тяжелее, но он из-за этого стал стабильнее ехать, и подвеска еще приятнее, плавнее работает, это просто наслаждение. Стал на Link стараться, теперь непривычно, он как обрубыш маленький такой, на шмеле так хорошо было, прям. Всем пока. Такое ощущение, что подвеска здесь даже лучше работает, чем на Линксе, хотя тоже 66-я, но мне прям нравится. Она как будто бы мягче. Она прям ничего не чувствует. Сразу тестим всякие съезды, лесенки и прочее. Чувствуется вес, что он потяжелее. Немножко непривычно. Если я встаю, да, я держу одной ногой тест. Ну, терпимо. Это не F22, но все равно оно, то есть, пытается меня так завалить внутрь. Одной ногой немножко неудобно его контролировать с непривычки. А так, блин, ну, мне лично все нравится. Естественно, это не обзор, это мы его только вот достали. Проверяем, как он у нас тут себя поведет по езде. Зачем-то я заехал в стекло. Здесь стекло разбито. Просто сегодня классная погода, солнышко светит, был, правда, дождик, но сейчас сухо. Здесь в сквере чисто, поэтому можно проехать и посмотреть, как оно. Защита у меня минимум, гонять не буду. В руке у меня камера, это я выехал его пофоткать, заодно проверить перед разборкой, работает ли оно, все ли с ним в порядке. Но чувствуется инертность, вес, то есть оно такое не самое отзывчивое. Подушки я поставил временно, они не особо хорошо приклеены. По подвеске чувствуется нарастание усилия.
Пружина, видимо, тоже двойной жесткости, поэтому небольшой эффект прогрессии присутствует. Продавить там его или еще что-то не могу. Звук дополнительно слышен. И это та самая грохочущая ручка, которая гремит. Под нее нужна какая-нибудь мягенькая прокладочка. А так в остальном, блин, ну это очень круто. Очень классное колесо. Думаю, все, кто предзаказал, вообще ни разу не разочаруются. Все супер. В горочку заедем. Ну, как будто и нету горочки, на самом деле. По лесенке, по маленьким ступенькам, проверка мягкости подвески. Но я сейчас еду мешком, вообще не отрабатываю. Здесь ступеньки покрупнее. Но если коленками подрабатывать, то вообще легко. Про покрышку было отдельное видео на другом, правда, канале. Покрышка прикольная, такая немножко вязкая, немножко, наверное, она дождевая, но мне покрышка нравится. Я сам езжу на Линксе на слике, поэтому после него проблем с управлением у меня никаких нету. Очень предсказуемая покрышка. Столкнулся тут с небольшой проблемой, что при прыжках у меня просто выпадают заглушки. Я прыгаю, у меня вот эти вот крышечки, они вечно выпадают при прыжках. То ли я как-то неправильно обжимаю колесо, то ли у меня кривые ноги. Вопрос, конечно, можно решить кусочками тейпа, изоленты, чтобы они не выскакивали. Или держать колесо немножко пошире. Но вот я подпрыгнул, у меня сразу обе крышечки выскочили. Это раздражает. По травке, по газончику, на слике. Ну, вообще не проблема. Он еще такой увесистый, он просто сам все съедает. После Линкса чувствуется эта увесистость. Еще интересно сидя. Слушайте, сидя без всякой сидушки, просто обалденно. Очень комфортно, мне ничего не мешает. Ручка немножко вперед сместилась после Линкса. Удобно тормозить. Все удобно. Сидя супер. Это колесо, конечно, просто для езды сидя. Единственное, что все-таки в ручке немножко у меня там костяшки задницы запутываются. Надо что-нибудь подложить мягкое, надо. Ездить можно прямо в стойке, но если что-нибудь мягкое подложить, будет намного-много лучше. У-ху! Вообще на Линксе я привык все-таки вставать, когда я торможу. Не торможу я сидя, только притормаживаю. То есть мне нужно притормозить, ну, как машина, например, тормозит, да, то я просто откидываюсь назад. Если же мне нужно сильно затормозить, то я сразу вскакиваю и сажусь на подушке. Тогда торможение получается более эффективно. Вообще проблем нету. Вскочить можно очень резко, быстро. А главное, что когда переходим в стоячее положение, это позволяет на колесе еще без проблем дополнительно маневрировать, это повышает безопасность. То есть я еду, надо затормозить резко, оп, и остановился. Без проблем. Очень тихая покрышка. Едешь в тишине, кайф. Сейчас суббота, вечер, уже никто не работает, завтра выходной, разбирать будем в понедельник. Разборка выйдет у нас в техноблоге на сайте. А дальше будем снимать обзор, поездим, расскажем впечатления. Позову Абу. Абу тоже заказал себе это колесо, он его ждет. Ему очень интересно попробовать. Все покажем, все расскажем. Ждите следующей части видео. Ну а сегодня все. Удачи на дорогах.